Введение. 8. Прибавим к этому, что развитие такого учения, как спиритическое, внезапно посылающего нас в порядок вещей, столь новый и величественный, может с толком быть сделано лишь людьми серьезными, настойчивыми, свободными от предубеждений и ведомыми твердой и искренней волей. Мы не смогли бы охарактеризовать так тех, кто судит априори с легкостью и не видев всего. Тех, кто не вносит в свои исследования ни необходимой последовательности, ни регулярности, ни сосредоточенности. Мы еще менее могли бы сказать так о тех, кто во имя верности своей репутации людей остроумных усердствует в выискивании каких-то смешных сторон в вещах по сути истинных или почитаемых таковыми людьми, знания, характер и убеждения которых имеют право на уважение всех, кто притязает на правила хорошего тона. Так что пусть те, кто считает факты недостойными себя и своего внимания, воздержатся. Никто и не помышляет о том, чтобы насиловать их веру, но пусть и они изволят уважать веру других. Всякое серьезное исследование характеризуется последовательностью, кою в него вносят. Стоит ли удивляться тому, что люди зачастую не получают никакого разумного ответа на вопросы, сами по себе серьезные, но поставленные случайно и неуместно посреди потока вопросов нелепых и несерьезных. Какой-то вопрос, впрочем, часто сложен и требует для своего разъяснения предварительных и дополнительных вопросов. Всякий, кто желает изучить какую-то науку, должен изучать ее методично, начать сначала и продолжать соединение и развитие ее идей. Тот, кто обратится к некому ученому со случайным вопросом из области науки, азы которой ему неизвестны, далеко ли продвинется он в своем знании о ней? А сам ученый, сможет ли он, при всем своем желании, дать ему удовлетворительный ответ? Этот изолированный ответ будет вынужденно неполон и зачастую тем самым непонятен или сможет показаться нелепым и противоречивым. То же самое происходит в отношениях, которые мы устанавливаем с духами. Если мы желаем обучаться в их школе, то мы должны пройти у них полный курс обучения. Но, как и здесь, на Земле, надобно выбирать себе преподавателей и работать с настойчивостью. Мы сказали, что высшие духи приходят лишь на собрания серьезные, и в особенности на те, где царит совершенная гармония мыслей и чувств, устремленных к добру. Легкомыслие и праздные вопросы отдаляют их, как среди людей они отдаляют людей рассудительных. Место тогда остается открытым в атаге духов лживых и пустых, всегда подстерегающих случая посмеяться и позабавиться нам в ущерб. Чем становится на таком сборище серьезный вопрос? На него ответят. Но как и кто? Это все равно, как если б посреди шайки кутил вы принялись вопрошать, что есть душа, что есть смерть, и спрашивать прочие столь же развлекательные вещи. Если вы желаете ответов серьезных, то будьте и сами серьезны в полном значении этого слова и поместите себя во все необходимое для того условия. Лишь тогда вы добьетесь многого. Будьте, помимо того, трудолюбивы и настойчивы в исследованиях своих, без этого высшие духи вас оставят, как бы то сделал любой учитель со своими нерадивыми учениками.